Сейчас приедем на реку, а там лед. Едем на реку, друзья. На реку Западная Двина. Слушайте, ну здесь успела объехать, но там и яма была, конечно. Здесь еще какие-то заморозки. Сейчас 2 градуса тепла на улице, но днем обещают 13. Мы приняли решение поехать на реку, на открытую воду, потому что лед у нас уже небезопасный. У нас где-то уже в Вилейском водохранилище уже спасали рыбаков с льдины, где-то кто-то попроваливался. Слушай, оно кажется мягкое, да, но оно при этом все... О, видишь, твердое. Мы проезжаем, у нас оно даже не это. Просто как будто размазали немножко это, и там дальше твердое что-то под это, понимаешь? Посмотрим, как сейчас в гору заберемся вместе с прицепом. Нам нужна карта глубин. Сегодня я приняла решение остановиться не в месте, в котором будет большая глубина, потому что я все время на Западной Двине лезу на ямы, и я хочу остановиться на выходе из ямы. Сразу чувствуется, что пришла весна, солнышко светит, птички поют. Первый раз вообще так рано на реку приезжаем в такой сезон. Нет, ребята, река не во льду. Река просто прекрасна. Смотрите. Немножко шуги плывет. Ой, как хорошо. Вот здесь вот такая вот полянка наверху. Можно поставить лагерь. Кстати, в прошлом году здесь было очень грязно, и, видно, все убрали. Там только, вон, видите, троху обосрач. Такая дорога, видите, вся слизкая. Но если ехать по траве, то, в принципе, можно проходить. Я так и делала. У меня колес в колее не было, я шла между колею, пускала между колесами. А подъехать я бы хотела куда-нибудь вот сюда. Сейчас посмотреть по карте. Еще, блин, вообще пипец, смотрите. Мне кажется, не надо сюда ехать. Хотели ночью сюда выезжать, но тоже подумали, нет, не хватило сил. Почему? Потому что несколько недель подряд ездили на рыбалку с ночевкой, не спали практически ночью, и из-за этого сил не хватило. Как говорится, старость-то не радость. Сейчас машинку вот сюда вот красиво загоним, и все, и обоснуемся. Ох, какое у меня хорошее сейчас настроение. Так, стопы. Я знаю, что я могу не поймать рыбу. И, скорее всего, я ее не поймаю. Сегодня у нас будет костер. Сегодня у нас будет уточка в афганском казане. Сегодня будет банька. Весна пришла. Так, солнечные очки, солнечные ванны. Ну, на улице 3 градуса, но, знаете ли, после того, как ты в минус 20 на улице с голыми руками, ой, тебе уже все ровно, так сказать. Как вы думаете, как котелок не напекло? Я ж повинна кепку надеть или не? Новая, видите? Так. Ну, красота же, да? Красота. Что нужно сделать, это найти точку ловли. Точки ловли для чего? Конечно же, для фидера, друзья. Я сейчас буду пытаться фидерить. Кто его знает, а вдруг что-нибудь получится. Пока одного фидера не хватит. Также мне потребуется, сейчас посмотрим, что у меня тут есть. Я думаю, что можно взять вот такую колышку. Тоже мне пригодится. Я думаю, что мне понадобится вот такое вот ведерко, чтобы набирать им воду. Новочки Elegance, у меня фидер Elegance, ведерко Elegance. Товары прекрасного качества по доступным ценам, которые можно купить где? Конечно же, в магазинах F-Fishing. F-Fishing в Беларуси. В интернет-магазинах и, конечно же, в физических магазинах. В физическом магазине в Минске вот такая штучка у меня есть. Вот такая. По крючкам, что мне может понадобиться по крючочкам. Что одни здоровые крючки, видите? И оно такие прям, ну это
Нет, сейчас, мне кажется, это не пойдет, ребят. Это вот крючки, вот только вот кроме вот этих вот. Вот такие могут пойти. Крючочки вот такого размера. И то могут великоватые оказаться. Это сумка, которая предназначена для транспортировки всех тех вещей, которые могут вонять и которые могут быть грязными. И даже для транспортировки вашего улова. Вот здесь вот внутри находится вставка. Обалденная сумка. Знаете чем? Знаете, чем эта сумка отличается от всех остальных сумок? Тем, что вы можете отстегнуть вот эту вот вставку, вымыть ее, просушить и вставить сюда обратно. Да прикиньте! И тут два отделения. Каждое отделение закрывается на молнию. Отличная вот такая вот крупная фурнитура с красивыми вот такими вот лейбочками, штучками производителей. Друзья, смотрите, какой кайф, а! Какие роскошные цвета, какое качество, а! Обожаю, обожаю такое вообще просто. Ну кайф же таким пользоваться. Такие емкости можно использовать для чего угодно. Допустим, крупную емкость, в нее можно наложить корм. Сюда можно наложить какую-то наживку, складывать кормушку, все что угодно. Нарезку делать. Вообще все ограничивается только лишь нашей с вами рыбацкой, ребят, фантазией. Возьму пару больших кормушек потяжелее. У меня есть сразу здесь с монтажами. 60 грамм есть. Не знаю, кстати, какое здесь будет стоять, какая кормушка. Но у меня на ямах стояли и 60 грамм кормушки. Все, беру первую партию того, что мне может понадобиться там внизу. Потому что нужно будет спускаться вниз. Я уношу. Блин, ребята, ёпсель-матрёпсель, все улетело, все упало, все пропало. Ё-моё. Сходик хороший. Где-нибудь вот здесь. Мне сейчас нужно просто выбрать правильное место для того, чтобы с него ловить. Может быть, даже стоило бы сделать какую-то для себя ступеньку, потому что, ну, вообще как-то, смотрите, неудобно, видите? Сегодня попробую абсолютно новый для себя корм F-Fishing. Посмотрим. Так, годовалый корм, но при этом он хорошо пахнет. Высыпаем сюда все. Так, во-первых, чтобы набрать ведро воды, нужно его хорошенько выпрямить. Сделать это сразу не получилось, но мы постарались и все-таки сделали это. Есть! Видите, как удобно? Ведерышко такое. И сейчас постепенно увлажним корм. Все делаем на коленках, по колхозному, конечно же. Вот так. Но сначала такой, как песочек на ощупь. Надеюсь, что потом станет как пушочек. Пахнет вроде бы просто каким-то бисквитиком, такой какой-то нейтральный запах. Мелкая фракция, есть какие-то вкрапления у него желтые. И не только. Да, холодная, поэтому корму нужно будет больше времени для того, чтобы настояться, напитаться влаги. В общем, у меня появился новый фидер, называется он Elegance Feeder Pro Series в росте 3,9 с тестом до 120 грамм. Универсальная палка, я надеюсь, что речная, до 120 грамм. Я думаю, что практически для любой реки, которая бы у нас в Беларуси не была, этого достаточно. Кстати, там стоит дальше лед. Погода такая, что я даже сейчас вижу еще лед, ребят, вдалеке. Там просто дальше есть очень глубокая яма, и на ней практически нет течения. И там лед. Что у нас тут за квивертип сразу установлен какой-то? Мы смотрим. У нас стоит 4 ос. Вообще не шарю в этой теме. В комплекте 3 квивертипа, каждый из них диаметром 3 мм. Подходит, кстати, для удилищ серии Elegance V1 и V2. 2, 3 и 4 ос. Может, там 3 ос поставить все-таки? 3 ос. И попробуем его использовать. Собираем, как обычно. Сейчас буду делиться своими впечатлениями от того, как чувствуется палка, как она себя ведет. Мне даже самой интересно, потому что ни разу фидерами компании F-Fishing я не пользовалась. Все привыкли видеть одни и те же фидера. Одни и те же фидера. И вот, наконец-то, у нас будет что-то новенькое. Какой интересный у него строй. Слушайте, но палка не с быстрым строем. Я надеюсь, что благодаря этому будет хорошая образковая. А если вот так?
Вот такая вот палочка. Сняла я упаковку. Какая интересная, смотрите, упаковка моего фидерного удилища. Ручка приятная на ощупь. Во всем известной уже вот такой вот удобной форме, которая при вываживании удобно прикладывать к руке. Посмотрим, достойная или недостойная фурнитура. Вообще все будет видно в течение времени. Нужно сразу выставить подставку, на которую можно ставить фидер, друзья. Это просто для меня открытие. Невероятные какие-то поставки сделала компания Elegance. Подставка невероятного качества с вот таким вот прекрасным чехлом, в котором она транспортируется. Смотрите, как прикольно. Такую подставку можно использовать не просто на фидерной рыбалке, но и на карповой. Вы можете использовать палки для своих бузбаров. Вы представляете? Просто 2 в 1. Посмотрим также, как это долго все прослужит. Это новиночка. Чуть не потеряли мы модную коробочку, поэтому я же говорю, что тут надо будет, ребят, сейчас себе, как это называется, лопаткой нашерстить место, потому что, ну, реально неудобно, косогор. Но, друзья, так практически везде на Западной Двине. И видно, что здесь, да, видите, трава в воде. Устанавливаете на нужную вам длину, подкручиваете вот здесь вот эту вот штуку. Вытягиваете. Сейчас посмотрим, будет ли оно держит хорошо. Вот такая вот голова устанавливается вот сюда, вкручивается. На любую абсолютно подставочку можно накрутить. Прикольно, да? Она мне понравилась тем, что она такая как прорезиненная, мягенькая, интересная. Большая, заметная. Как вам? Нравится? Мне нравится. Вообще супер. О, как хорошо втыкается. О, вот это нормально. Тычка под фидер. Правда? У меня нет пока бэкинга. У меня есть новая катушка, ребят, и новая плетенка. А бэкинга нету. Я не хочу. Я хочу, чтобы все было по фэншую. Поэтому я приняла решение воспользоваться пока что Акарой. Она у меня полностью снаряжена. Здесь, кстати, есть шок-лидер с крайнего выезда. Но я его поменяю. Некомфортно, но это не значит, что здесь нет рыбы. Там нужно попробовать. Сейчас я собираю фидеры, конечно же, пробью своим ботманом здесь территорию, какие здесь глубины и есть ли здесь рыбка. Шок-лидер поставлю 0,25 диаметре. Ну, пожалуйста, прокапываем себе здесь под столик место. Я пока накручиваю шок-лидер. Делаю 1, 2, 3, 4, 5. Стали здесь копать. Смотрите, кто полез. Червячки, друзья. Проснулись малыши-карандаши. Запустим наш эхолот. Посмотрим, что у нас здесь по глубинам. У ботмана, кстати, в комплекте, видите, идет такой фиксатор для эхолота. Удобный в комплекте. Первый бросок фидером в 2025 сезоне. Первый бросок новым фидером. Где-то клипса здесь должна у меня стоять. Где у меня клипса стоит? А я пускаю. Страшно. О, клипсу нашла. Вот она моя клипсочка. Фидер легкий. Сразу чувствуется, что легенький. На вываживании, видите, не болтается во все стороны, несмотря на то, что у него не супер-мега быстрый строй. Угу. Сейчас еще сделаем выбросик. Дно у нас такое, как песочное, что ли. Глубина небольшая. Для того, чтобы понимать, какие здесь глубины, перепады, есть ли что-то на дне. Этот эхолот, его преимущество заключается в том, главное, ребятки, что у него отдельная вот такая вот пультяшка в комплекте идет. Накручиваешь на нее антенку 4G, и у вас никогда эта штука не потеряет связь, в отличие от всех известных брендов диперов и так далее и тому подобного. Ну, на квертип не поломать. Смотрим. Далеко бросать не буду. Что у нас тут по глубинам пошло сразу? Показывает 3,6, 3,7 метра. Ну вот, небольшая глубина, вполне себе нормальная, адекватная глубина. Не 8, не 9, не 6 метров. А глубина, которая может немножко хотя бы прогреть солнышко, куда сейчас рыбка может начинать выходить. Брова какая-то. Рыба не показывает вообще от слова совсем.
4. И он, смотрите, что плывет, ребят. Пусть мама услышит, рыбака там какого-нибудь. На самом деле не хватает одного. Смотрите, у меня здесь завелась какая-то птичка, которая роет норку, обустраивает. Ну вообще, ребят, без этого ну никак. Здесь нужно обустраивать прямо себе площадку для того, чтобы сесть, для того, чтобы поставить стол, для того, чтобы можно было пройти. Потом нужно будет дальше, вот здесь вот, я думаю, тебе да, под стол вырыть. Стоит 60-ка здесь, прикинь. Зимой я была на реке Западная Двина. Глубина ловли составляла 6, да, там порядка 5-6 метров. Течение было настолько быстрое, что сносило кормушку больше 100 грамм. Здесь я сейчас беру фидер, который с тестом до 120. Я рассчитываю на то, что может быть будет. И у меня стоит кормушка 60 грамм. Добро пожаловать на реку Западная Двина. На сайте Горка Офбай сейчас грандиозная распродажа зимних костюмов Горка. Всего по стоимости 79,99 для размеров 44, 46, 60, 62 и для размера 56, 58 89,99. Это обалденная цена за зимний костюм на синтепоне. Не марки, удобный. В комплекте вот такие вот штаны с 4 карманами. В комплекте вот такая вот курточка. Внутри флис. Все мягенько, все приятненько. Но главное, всего 79,99. И у вас новый костюм. Ну что, посмотрим, что у нас стало с кормом. Корм высушился. Я думаю, что его нужно доувлажнить обязательно. Все время у меня убегают опарыши. Вот в такую банку это все дело вжух, ребят. И ни один опарыш уже отсюда не выбежит. И вжух. Все. И она может стоять открытая, эта банка, понимаете? Во-первых, вот в эту большую баночку. Вот в эту большую баночку емкости. Очень полезная штука. Я сразу сбрасываю вот эти всех червей, а баночки обязательно. Потом, ребят, что делаем? Выбрасываем и вывозим. Ну, либо можете сжечь. На крайний случай. Вот так. Все это навозный червячок. Навозный червячок может, кстати, пригодиться сейчас тоже для ловли рыбы. Какой-нибудь белой. Но вообще я взяла это на ночь на налима. Льдинки плывут. Вот речной корм. Вот я его забила, да. Он вроде там рассыпается. Я его зажала, и он не выбился. Мы сейчас возьмем себе емкость. Сразу я возьму под опарыша его из пакета, чтобы он тоже дышал. Выброшу. Вот сюда. Вот этих товарищей мы сразу вот здесь вот почикаем. Потому что они, когда двигаются, могут напугать рыбу нам. Много добавлять их я не хочу. Давайте начнем использовать, пробовать, испытывать новые крючки мои, которые называются Albarella Barbit. Barbit Made in Japan. Красненькие. Как хорошо, когда есть, да, готовые вот такие монтажи. Когда не надо никакого ни спорта, ничего вязать. Все, и все. Не выпендривайся. Чик-пук и все. Кормушечку я посмотрела. 60-ка у меня вот такая будет стоять. Небольшая у нее емкость, всего 4 клеточки по ширине. Будет отдавать корм, если я захочу. Если не захочу, не будет отдавать. Мы его как сожмем, так фиг она отдаст. Ну и все, нужно пробовать наживляться. Давайте попробуем вот с 2 мотыликов. Как у нас зимой шло вот это все дело клевало. Давайте так мы попробуем сейчас. И забиваем прикормку. Вот хорошая погода такая. В такую погоду пофиг на самом деле, если не клюет. Главное, только кормушку я буду теперь больше уплотнять, чтобы она могла минутки 3-4 постоять с кормом. И вот сюда куда-нибудь и шморк. Есть. Есть. Все. Надо накрутить еще свою новую голову подсака. На ручку подсака. Вы тоже так радуетесь новым вещам, как радуется семья? Ну, на лодке чувак-то ловит что-то. Здесь судак есть, щука есть. Судака, наверное, ловит. Либо судака, либо окуня.
А я чувствую, ребят, как там бултыхается кормушка, прикиньте. Интересно. Мне даже интересно, как я буду ощущать рыбу, если она клюнет. Давайте поставим 2 опарышей. Сейчас. Вот. Мы с вот этим человеком можем гордиться собой. Смотрите, мы делаем рыболовное место. Конкретно. Супер. Чтобы можно было посидеть, постоять, половить. Под столик, под фидер. Вот здесь вот под сидушку. Вот здесь я сказала, рой под костюм яму. Вот здесь я сказала, рой себе яму. Стоит и роет. Молодец. Что я могу сказать? Смотрите, под моим чутким руководством у нас появилась вот такая прекрасная площадка, по которой теперь можно ходить, наблюдать за всем окружающим вокруг. Конечно, пойти попить кофейку. Ну, здесь сейчас вот организуем пространство хозяйственное вот такое. Плита, кто хочет помыть, сразу я понимаю, что вы смотрите, говорите, хотите мне сказать, может, ты плиту помоешь? Хотите помыть? Пишите в комментариях, я вам вышлю по адресу эту плиточку, и вы ее обязательно помоете. Поставим в нашу плиточку новый газовый баллон. И сейчас будем потом пить, конечно, кофеек. Видишь, что-то ж пожмямкало нам вот этого опарыша. Его что-то высосало. Есть реакция. Рыба хочет. Ой, я этот обожаю от плиты. Когда пахнет чем-то с чайничек, вот этот вот с плиткой, они пахнут по-своему. Как же приятно сидеть на берегу, наблюдать за рекой. Есть даже такая пословица интересная. Если долго сидеть и смотреть на реку, рано или поздно ты увидишь, как проплывает труп твоего врага, друзья. Это же прекрасно. Хотите посмотреть мой шикарный заброс из-за плеча, пожалуйста. И ни в чем себе не отказывайте. Я считаю, что если фидер выдерживает мой гениальный фидерный заброс, когда сзади косогор, и я боюсь просто нормально забрасывать, я считаю, этот фидер достоин уже уважения. Пока фидер мне очень нравится. Мне нравится, что он очень легкий. Мне нравится, что он выдерживает то, как я забрасываю. Мне нравится то, что я чувствую даже кормушку 50-граммовую, 3 унции. Я не знаю, что это, 3 унции, наверное. Прямо в руку, знаете, что? Он, ну, типа... Офигеть, видели, если будет клевать, что будет? Смотрите. Прикол, да, вообще. Я ж почти не шевелилась. Офигеть. Ставить одну палатку для 2 дел. Это будет палатка морж, в которой мы будем ночевать, но сначала сходим в баню. Там солнца нет, там холодно. Сижу в зимнем костюме. Сюда поднялась, здесь уже теплее. Костюмчик можно снять. Пол от компании Морж также. Палатка очень быстро складывается, раскладывается. Все происходит максимально быстро. Уселась наконец-то. Тишь такая, гладь почти. Но рябь есть. Прикольно, что видно, какой характер дна. Утки там что-то крякают сзади. Вообще офигенно просто. Кажется, как будто бы на реке не было год на самом деле. А ведь только месяц льда был у нас. Ну, фидерок. Емкости красивые, да? Яркие такие цвета, вообще огонь. На выбранный крючок поводок ничего сейчас пока не клюет. Я хочу попробовать поставить тоньше леску 0,1 и совсем маленький крючок. Это самое маленькое, что у меня есть. Мне нравится, что не болтается вот так вот кончик, когда вытягиваешь. Что, пока, ребят, не хочет клевать, видите? Трава там такая. Мне кажется, это даже не мусор гонит, а просто вот, может, на дне там, бляха-муха, что. Пробую подобавлять опарыша сейчас нарезанного. Возьму вот эту вот самую маленькую емкость и сюда его
постоянно меняю наживку, ставлю мотыля, ставлю опарыша, ставлю все, чтобы попробовать хоть какую-то рыбку поймать. Пробовала пройтись там через эти кусты. Здесь как-то немножко, мне кажется, полегче будет проходить. Ага. Вот здесь вот площадка такая была для рыбалочки, наверное, на фидер. Пипец, ребят, вода ушла. Пипец просто, посмотрите. Ну и клещей, конечно же, надо уже за собой смотреть обязательно. Вот. Вот там собачек своих тоже смотрите. Сейчас клещевый этот сезон. Защищайте обязательно от говна этого всего заразного. Оно очень для наших животных опасно, ребят. О, смотрите. Здесь была вода. И вот здесь вот была вода. Здесь вот дно каменистое. Но у меня дно, где я ловлю, оно вообще не злое. Вообще. У меня там 0,1 поводок и ничего не обрывает. Не это. Кукуруза больше моего крючка, но мы попробуем вот на такой самый маленький крючок поставить самую малюсенькую кукурузку. Вот такую. Забросы за плеча. Кукуруза с мотылем пошли. Сейчас ближе к вечеру нужно будет сделать 3 важных дела. Это обосновать баню, подготовить афганский казан с уточкой и, конечно же, подготовить 5 закидушек, которые раскидаю на лима. Можно даже заранее вот сесть сейчас и плести. Собираю закидушки, буду ставить горынычей. Ребят, не поверите, поставили 2-ю палатку вот здесь вот сушиться на солнышке после зимней рыбалки. Клещ, 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 клещ. Со всех сторон клещи. Они просто полезли, как, я не знаю, как тараканы, вон по стенкам. Вон, они везде поползли. Представляете? Будьте осторожны, друзья. На горыныче сейчас выберем какие-нибудь катушечки. В очереди завяжу на вечер все монтажи. Как вы думаете, может хотя бы налимчика какого-нибудь получится взять? Сейчас здесь хорошо так нагрелось, поэтому я стою даже без куртки, светит солнышко. А еще вместе с потеплением стало гораздо лучше держать батарейку GoPro. Вот такие грузики использую. Какие-то у меня с карабинами для фиксации, какие-то просто продеваются. Если делаю со стопорами, один стопор вверху. Дальше у меня идет груз. И следующий у меня снова идет стопор. Огонь. И петелька. Уже готова палаточка. Банька. Четыре закидушки у меня тоже готовы. 3 горыныча, 1 речной монстр волжанка, 4 колокольчика потребуется. Ну и все. Останется их сейчас наживить и можно забросить. Иду в банк на случай того, если кто-то подойдет, может ночью или что-то еще. Я вот так вот сейчас вечером буду потихонечку добавлять кукурузку. Скажете, холодная вода. Слушайте, ну это река такая, блин, что если здесь подойдет рыба, я думаю, ей много в любом случае не будет. Там такие порося могут быть, что... Давайте я покажу вам нашу палатку. Банька наша. Такая вот красавица. Уже стоит здесь каменичка, стоит печка. Топиться будем брикетами и дровами. Веничек уже запарен. Конечно же, попаримся сегодня, потому что месяц, наверное, в баню, друзья, не ходили. Месяц целый. Знаете, как я скучаю за баней. Здесь вот выходит. И тут жух, и сразу река. Вот такая вот огромная, могучая, великая река. Западная Двина, в которой должна быть рыба. Но она говорит, пошла ты, Юлька,
2 года мы, наверное, уже пользуемся одной и той же вот этой вот пильной цепью от этой вот электрической пилы Redwerk. Я думаю, что уже можно ее поменять, тем более, что у меня давно лежит вот эта пильная цепь. Мы ее сейчас поменяем, поставим, и пила будет как новенькая, как когда-то 2 года назад. Сейчас попробуем надеть это все дело. Какая-то муха мне на голову попыталась сесть. Так. Возвращается, да? Ого! Это я понимаю, поставили новую пилочку. Баньку сегодня затопим брикетами сперва. Потом будем и тем топиться. Беру парочку брикетиков. Вот таких. Друзья, на Валберес тоже есть такие. Обязательно ссылочку оставлю в описании. Очень удобно ими разжигать. Все. Вот, смотрите. Берем парочку. Ветра нет, ничего. Поджигаем брикет. Они вообще моментом, видите, хватаются. Все. Сейчас мы подложим туда вот так, чтобы он так взялся. Все, он уже горит, понимаете, как быстро, моментом. Когда брикеты хорошие, бывают брикеты фиговые, понимаете? Вот этот брикет хороший. Это же береза, да? Да. Это береза. А бывает вообще такое, какая-то трухля гнилая. Говно вообще нифига не горят. А эти горят. А березовые еще и чистят печку с трубами. Пришла вниз. Сейчас сделаем закидушки. Поставим их. И наживляю первую. Погнали. Червяков столько, сколько влезет. Наверное, штуки 3 сюда поместится. 4 на такой крючок большой. Запах божественный, конечно. Навозника. Закрываю. И ухожу вместе с закидушкой в сторону. Туда, где поставила тычки. Есть. И колокольчики, которые будут, если что, мне сигнализировать о поклевке. Когда-то вот с Танакасана пришел мне стол, который периодически я использую, конечно. Я даю второй шанс утке, потому что когда-то мы пытались приготовить такую же на Осиповическом водохранилище, и она просто сгорела. Знаете, что говорит о настоящей весне? Проросшая картошка. На афганский казан все ингредиенты нарезаются крупными кусками, чтобы они сохраняли свою форму. В принципе, у меня все ингредиенты готовы. Остается только нарезать лучок, выложить его на дно. Сейчас, ребята. Причем нарезаю я всегда крупными кусками, потому что задача просто его заложить, чтобы мясо, которое я укладываю в афганский казан, чтобы оно не пригорело. Сверху я укладываю морковочку. Солим то, что у нас тут получается. Картошечка, грибочки, все. Сильно можно не солить. Потому что что? Потому что мы все это быстро съедим. И последнее, что мы ложим в наш афганский казан, это, конечно же, чесночек. Если вы никогда не пробовали чеснок, попробуйте с чем-нибудь затушите, там, с пловом. Это самое лучшее, что может быть. Чеснок и вот такая вот
Паршинка вот такая вот. Хоп. Вот такая красота. Афганский казанчик. Закрываем. Все ингредиенты готовы. Все, можно будет стол сейчас сразу же сложить, убрать отсюда, чтобы вниз не стоял. Ну, афганский казан отнесем вниз, потому что у нас там костер. Вот здесь стульчик. Вот здесь вот мы сделали заготовочку на казан, на костер. Здесь сверху дрова, здесь плита. И у меня прекрасное настроение, потому что что? Потому что я сейчас иду в баню. Сзади вообще закат. Вон там он вообще на фоне река. Я не понимаю, что это такое. Мы идем в баню наконец-то. Обалдеть, обалдеть. Обалденнишно. Ой, какая красота. Ага, пахнет такое ощущение, как будто шалфеем, как будто я знаю, как должен пахнуть шалфей. Способ применения: 2 столовые ложки соли, залить 3 литрами кипятка, оставить на 10-15 минут небольшое количество раствора, присунуть на каменку. Ну, поехали. Ну, пахнет, я думаю, оно сейчас будет настаиваться и будет начинать пахнуть еще больше. Есть. Пускай стоит, не настаивается. Заценили, форму потеряла, не потеряла. Ах, куда ж я ее потеряю? Какая форму потеряю, если я все время тренируюсь? На Западной Двине даже летом ловила. Кроме леща практически вообще ничего не клевала. Просто тупо лещ и все. Ну, видите, потепление уже достаточно. Я, кстати, забыла, что я уже стою тут. После из бани вышла, и что мне холодно. Мне еще до сих пор не холодно вообще. И уже почти стемнело, видите? Это чисто свет от заката. Луна становится все ярче на небе. Красотка, да? Ну что, трошку нагрелись. Видно, что нагрелись. Мы потеем. Камера потеет. Да, я же красотка. Я все натрепсили. Сейчас у меня не только пот затечет, но и, конечно, за соль. Вот, сейчас задышим, а? Как задышим, мало не покажется. Ой, прям как в этой. Не турецкая, как это называется? Хамам? Ой, ребят, как в хамаме, слушайте, прям точно, да? Ой, ребятки, у меня спина болит, потому что у меня большие физические нагрузки, у меня сколиоз, как у всех, конечно же, поэтому банька сейчас мне будет лечить мою спину. Ставить казаньеру сюда. Ой, пришла проверять удилище. Представляю, сколько сейчас здесь травы будет. Я еще ни разу не смотрела. Посмотрите, сколько травища. Жесть. Это все мусор плывет, понимаете, по реке. Есть, ребята, есть! Есть! Эй! Ребятки, посмотрите, кто это же? Это голавль, ребят. Смотрите, это голавлик, ребята, на червя. На червячка приплыл голавлик. Вот, пожалуйста. Посмотрите. Первая рыба на закидушке. Вообще на улице мороз, и я решила пойти проверить закидушки на налима. Перезабросить их. Сняла кучу травы с этой закидухи, которую сейчас вытягивала. И знаете, кого я достала? Голавлика. Ёпсели-матрёпсели. Друзья, вы представляете, кто у меня клюнул? Голавлик. Вот такой вот маленький голавлик на навозного червя. Кто бы мог подумать, что такая красота может взять в начале самой весны, когда шуга идет по льду. Посмотрите. Ну, красавчик. Посмотрите, на какой огромный крючок. На червячка. 9, почти 10 часов вечера. О, вышли из бани. Блин, какой он холодный. И он вообще ничего не это. О, как его прокололо хорошо, а. Погнали, пускай плывет. Хоп, пошел. Пойдет. Ну и
сейчас на свой этот супер-мега скользящий монтаж. Снова надеваю червя, слушайте, но еще и на такой крючок, да. А потом будут рассказывать, что надо маленькие крючки использовать, да. Мы на фидер сейчас тоже поставим что-нибудь. Ставишь там деликатные ты снасти. А, ну нафиг этой рыбе не надо. Она думает, дай мне нормально пожрать, лучше какого червячка. Но я вот, да, я вот так вот и заб... А там почти глубина. Где голавль, там и до налима недалеко. Они в похожих местах обитают. Очередную проверяю, сейчас посмотрим. Нифига непонятно. Есть, что нету. Объедает, блин, зато что-то. Если объедает, значит, можешь плюнуть, правильно? Интересно, объедает налим или голавль, какая-то другая рыба, как вы думаете? Совершенно случайно в интернете подсмотрела видео вот такой вот лайфхак. Есть специальные трубочки для раздувания костра, если вы не знали. Вот так вот она складывается. У меня идет она в чехольчике, вот она такая маленькая, удобненькая. Раскладываешь и, внимание, дуешь именно в большее отверстие. Погнали. Что там такое вкусное? Грибы, ну, овощи, грибы готовы. Я думаю, утка тоже готова. Накладываем черпачком. Оп, овощи. Ну, что там наша уточка готова? Нет, сейчас. Вот, есть. Вытянули. Так, а где вторая нога? Все, можно. Ребят, вот так вот и есть. Вот что значит, когда положил на дно лук. Какая вкусная утка. Очень вкусная. Посмотрите, какая ножка. Обалдеть, да? Смотрите. Огонь. Утка 3 килограмма. Какая вкусная она получилась, ребята. Вы не представляете. Доброе утро, друзья! Как говорится, проснулись и потянулись. Ночью работала печка, конечно же, заморозки. Сейчас везде на траве, на машине, на поле иней. Прекрасная река Западная Двина сзади меня. Фидер, конечно, достала, чтобы он не замерз, его не утянуло. Закидушки стояли. Кушаем. Завтрак. Обязательно всегда завтракаю. Ужинаю. Полдниковую. Перекусываю. Обедаю. Ну что, друзья-подруги, рыбалка уже подошла к своему завершающему концу, но это не значит, что заканчивается это видео. Есть продолжение, и мы едем дальше. Держим путь туда, куда держали.
какланы, утки, гуси, журавли клинами возвращались к нам в республику для того, чтобы здесь пробыть это теплое, я надеюсь, будет лето, но не очень жаркое. Остановились для дозаправки в Сенно. Вот такая маленькая заправочка здесь. Такой маленький магазинчик. Сейчас заправимся, 30 литров бензина зальем и поедем дальше. Очень долгое время у меня была немецкая овчарка Рамсик. Он долго ездил с нами на рыбалке. Мы за ним старались следить. Старались, чтобы у него все было хорошо. Но пришел момент, когда Рамсику стало плохо. Он умер, нам пришлось с ним попрощаться. Было очень тяжело, произошло это 5 ноября. Происходило это тоже просто ужасно. До сих пор не выходит из моей головы. 4 месяца уже пролетели незаметно, но такое ощущение, как будто бы это произошло просто только вчера. Вместе с вот этим вот человеком мы приняли решение взять себе еще одну заботу. Взять западно-сибирскую лайку. В одном... Налево. Налево? Не, дальше. Взять западно-сибирскую лайку в одном из самых известных питомников западно-сибирских лаек на постсоветском пространстве. Это питомник Борисенко. Вон вдалеке уже виднеется большая достаточно территория. Тут очень много собачек, порядка, наверное, 100 штук. Это только взрослых. И куча щенков разных возрастов, ребят. То мы уже приехали, собаки сейчас лают. Вот одна вон там на входе. Сейчас будем искать, кому нам обратиться. Обалдеть. Обалдеть, сколько их здесь. Обалдеть. Все, ребят, вот это Кристина, она нам сейчас показывает щеночков. Мы будем выбирать. Нам покажут свободных, да, потому что у вас их занимают достаточно быстро, да, насколько я понимаю. А вот вместе с ними в будочках это кто? Это здесь стоят либо племенные собаки, Да. просто которые для продажи. Ясно, понятно. Ребят, мелочь вот эта вот нам сейчас приглянулась. А вот эти щенки уже заняты, красавцы, да? Да. Ну что, ребят, остановились вот на вот этом. Сейчас мы поставим ему вторую прививку здесь уже. Это тоже все. Вот этого уже забирают. Тихо, Рось. Ты уже, да, ко мне уже, да, видишь? Сразу реагирует. Как? Ты хороший. Да. Справка происхождения продалека западносибирская кобель Тангай. Смотрите, у него есть, ну и вообще-то неплохая кличка у него Тангай. Номер, дата рождения 21 декабря 2024 года. Это получается ему в этом... Все? Будет... Уже так быстро? Делается. А, все, хорошо. Ну что, знакомьтесь, это наш ребенок, ребят. Смотрите, какой. Смотрите. Кличка у него породословная Тангай, но мы его называем Дымок. Дымотик. Водички хочешь, малыш? Водички хотим? Нас уже, конечно же, стошнило, и это нормально, потому что собака, скорее всего, ни разу не ездила в автомобиле. И ему нужно будет просто привыкнуть. Хорошо, что он еще не покушавший. Потому что хотели его сейчас вот его покормить, думаю, может быть, дать. А теперь понимаю, что не надо, можно водички максимум дать, если что, попить. Дома уже обязательно покормим и все. Главное сейчас выбраться на нормальную дорогу. Я думаю, что его укачивать не будет. Просто здесь такие немножко колдобины. Вот, сидим. Ехали с вот этим чудом 3 часа с питомника Борисенко, друзья. Бедненький, голодный весь, я не знаю. Такой умничка, он такой умный, ребят. Такой хороший. 3 раза стошнили, правда, по дороге. Его укачало сначала на гравийке, потом опять укачало. Короче, ребята,
Сейчас приедем, будем кушать, будем знакомиться. Красавец, да?